Здорово! Сегодня научу тебя, как добавлять свои собственные модели оружия в Dark Souls Remastered. Для начала нам потребуется три программы. Первая из них это TSFBX. Заходим на GitHub, тыкаем вкладку Releases и тыкаем на zip файл, и он у нас начинает скачиваться. Вторая программа Aqua Toolset. Точно так же кликаем на Releases и качаем таким же образом. Тыкаем на файл, и он у нас скачивается. Третья программа, которая нам понадобится, это Blender. Его можно скачать на официальном сайте, либо же в Steam. Тут кому как удобнее. После скачивания создадим для этих файлов отдельную папку и распакуем. После этого архивы можно удалить. Теперь создадим дополнительную папку, в которой будем проводить всякие махинации. Назовем ее Work in Progress. Теперь определимся с тем, какую модель мы будем заменять. Я буду заменять модель Цестуса, и для этого нам нужно его как-то найти в файлах игры. Для этого мы заходим на сайт soulsmodding.com, переходим во вкладку Dark Souls Remastered, здесь переходим во вкладку Parts. Перед нами предстает список всех предметов, которые можно экипировать. Воспользуемся поиском по сайту и найдем нужный нам ID-шник. Cestus VPA1000. Копируем и отправляемся в папку с игрой. Посмотреть локальные файлы. Папка Parts. Вот они все наши предметы в игре. Вставляем в поиск наш ID и находим нужный файлик. Копируем его. И создаем новую папку «Бэкапы». Кроме сохранения резервной копии файла, эта папка пригодится нам еще одним образом, но об этом позже. Вставляем сюда скопированную нами модель и опять копируем ее. Вставляем этот файл в нашу папку Work in Progress. Сейчас переходим в папку Aqua Toolset. Здесь нас интересует экзешник с именем Aqua Model Tool. Запускаем. Тут мы тыкаем на вкладку Tools, и самая первая строчка Source and From Soft и Convert From Software ля-ля поля. Нажимаем. Возвращаемся в папку Work in Progress, и как мы наблюдаем, у нас появилась папка с распакованной моделью. Отсюда нам нужен только FBX файл, и теперь мы можем переходить в Blender. В Blender у нас есть два пути. Создать модель самому или добавить готовую модель. Сначала рассмотрим вариант, когда делаем модель сами. Мы должны делать свою модель на чистом поле без лишних объектов вроде камеры, света или папок. Только элементы модели. Для демонстрации я слеплю уж совсем простенькую модель кастета, без каких-то тут излишеств, просто чтобы нам было на чем посмотреть. После того, как модель готова, нам нужно перейти в режим редактирования, выделить все вершины на А и сверху тыкнуть на UV, потом создать Smart UV Project. Эта штука создает развертку нашей модели, чтобы мы потом могли ее покрасить. Теперь мы переходим во вкладку UV Editing, и нам нужно создать файлик текстурку, которую мы будем раскрашивать. Для этого у нас сверху есть кнопочка New. Нажимаем, пишем какое-нибудь имя и создаем. Мы получили файлик с текстуркой. Теперь его нужно подружить с нашей моделью. Для этого переходим на вкладку Shading. Как мы видим, ничего нет. Нам нужно дать кнопочку New и создать новый материал. Это что-то вроде процессора, который обрабатывает отображение нашей модели. Теперь нажимаем кнопку Add, текстура, Image текстура и добавляем на экран. Слева у нас есть такая картинка, тыкаем и выбираем здесь текстурку, которую только что создали. Желтенькие точки соединяем, Color и Base Color, и у нас появился цвет на модельке. Хорошо. Теперь нашу текстуру мы, наверное, хотим как-то раскрасить. Как нам сделать так, чтобы нам ее было удобно раскрасить, чтобы у нас были маски, хуяски и все, что надо. Для этого в правом окне нам нужно перейти в режим редактирования, выбрать полигончики и выделить все то, что мы хотим покрасить в данный момент. Выделяем.
После этого жмем Ctrl-I, чтобы инвертировать выделение, и жмем H, чтобы скрыть ненужные части нашей модели. Теперь мы можем заняться покраской. Выбираем в правом окне режим Texture Paint и начинаем красить. В левом окне мы можем выбрать размер нашей кисти, ставим ее побольше, чтобы заняло меньше времени, и раскрашиваем в какой-нибудь один цвет. После покраски в правом окне возвращаемся в режим редактирования, нажимаем Alt-H, чтобы показать скрытые объекты, снова нажимаем Ctrl-I, чтобы инвертировать выделение, и опять нажимаем H, чтобы скрыть покрашенную часть. Красим дальше, только уже в другой цвет. Сохраняем наше художество. В левом окне сверху слева есть кнопка Image, нажимаем на нее Save As и сохраняем в нашу рабочую папку. Скачаем несколько текстур, чтобы накинуть их на нашу текстуру. Следующим этапом надо бы открыть сохраненную текстуру в каком-нибудь графическом редакторе, добавить сюда скачанные текстуры и перекинуть их в основное рабочее окно. Следующим шагом я создаю две копии нашей раскрашенной текстуры. Как-нибудь удобно, чтобы не запутаться, переименовываем наши копии. Слева в панели управления нажимаем на волшебную палочку, тыкаем на какой-нибудь цвет и выделяем все подобные цвета. После выделения кликаем правой кнопкой и копируем или вырезаем на новый слой. Теперь мы берем слой с какой-нибудь текстурой, ставим ее выше нашего скопированного слоя, подгоняем ее по размеру, тыкаем правой кнопкой на слой этой текстуры и нажимаем «Создать обтравочную маску». Хлобысь, текстура нанесена. Дальше повторяем все то же самое, только для второго слоя. Вырезаем другой цвет и точно так же накладываем с помощью обтравочной маски другую текстуру. Теперь можно вернуть фон, хоть это и не обязательно, и сохранить нашу картинку. Сохраняем ее в нашу рабочую папку. Неважно, будет это PNG или JPG. Выбирайте любое. Теперь открываем браузер и пишем в поиске Image2DDS. Заходим на первый попавшийся сайт и закидываем туда нашу картинку. Нам нужно сконвертировать нашу текстуру в формат DDS, который сможет прочитать игра. Скачиваем и закидываем в нашу рабочую папку. Возвращаемся в Blender. Переходим на вкладку Shading. И там, где была наша текстура, нажимаем папочку и выбираем нашу текстуру в формате DDS. Открываем. Опля, наша текстура нанеслась на модель. Теперь при желании мы можем покрутить ползунки, добавить отражений, поглощение света и схватить. Дальше переходим обратно на вкладку Моделинг. Теперь мы идем в Файл, Импорт, FBX и переходим в папку Work in Progress. Там мы углубляемся и открываем FBX файл, который мы получили после распаковки. Оп! Игровая модель добавлена на сцену. Она очень маленькая, не пугайтесь. Скроем пока наш кастет и посмотрим, что у нас тут вообще такое есть. Вот он, цестус и кость. Чтобы она нам не мешала, ее можно скрыть. Вернем наш кастет и уменьшим его до размеров цестуса. Слева сверху переходим в Object Mode, тыкаем на наш кастет, нажимаем S и мышкой тянем его, пока он не станет нужного нам размера. Чтобы развернуть модель подобно цестусу, я тыкаю на оранжевый квадратик справа, Object, и в графе Rotation кручу его по осям, чтобы он смотрел в ту же сторону, что и цестус. На данном этапе мы задаем то, как модель будет лежать в руке персонажа. Поэтому с помощью клавиши G и клавиш Z, X, Y я таскаю кастет по осям, чтобы максимально подогнать кастет под руку персонажа. Вообще-то настроить положение модели относительно образца недостаточно. Ее еще нужно как-то правильно повернуть по осям, но из всех тестируемых мной моделей я ни разу не угадал со сторонами, поэтому можно оставить как есть, а потом дальше, если будут какие-то ошибки, мы их очень легко исправим.
Далее мы должны нажать сверху слева Object, Apply, All Transforms. Это применит все наши пространственные махинации с моделью. Далее нам нужно сделать одно из самых важных действий. Нам нужно заменить имя нашего материала на имя материала из модели, которую мы вытащили из игры. У Цестуса два материала, поэтому я выберу просто какой-то из них. Пусть это будет Metal. 2 раза кликаю на него, копирую. Потом 2 раза кликаю на наш материал и заменяю. В имени материала все, что идет после скобочки DSB, мы должны стереть. Иначе игра не сможет его верно прочитать, и в итоге у нас не будет текстур. Вообще-то это конец. Удаляем все, кроме нашей модели, и переходим к экспорту. Слева сверху нажимаем «Файл», «Экспорт», «FBX» и выбираем нашу рабочую папку. Как-нибудь обзываем наш файл. И справа у нас есть поле Path Mode. Мы должны выбрать Copy и нажать вот эту штучку Embed Texture. Это позволит нам экспортировать модель вместе с текстурами. Если мы этого не сделаем, текстур на модели не будет. После того, как мы экспортировали нашу модель, нам нужен DSFBX. Открываем папку с ним и ищем здесь execnik DSFBX Model Importer. Запускаем. Здесь нам нужно первым делом написать путь до нашего экзешника с игрой. Можно либо найти его через браузер, либо просто вписать путь. Давайте сделаем через браузер. Steam Library, Steam Apps, Common, Remastered и тыкаем наш экзешник. Готово. Второе. Нам нужно нажать галочку на Import Skeleton from Existing Entity BND. Тыкаем ОК. Здесь мы опять открываем папку с Dark Souls. И идем в папку Parts и заходим в папку Backup, которую мы создали. И выбираем модель, которую мы сохранили. Эта галочка, эта функция, которую мы включили, скопирует кости и анимации из модели в нашу новую модель, чтобы она правильно отображалась в игре. Если вы этого не сделаете, то, скорее всего, у вас будет какая-то непонятная шняга. И финальная FBX to Import. Выбираем просто нашу модель, которую мы будем добавлять в игру. Вот у нас экспортит кастет. Тыкаем «Открыть». Здесь мы можем выбрать тип модели, которую мы добавляем. У нас это оружие. И мы должны вписать айдишник. Это цифры, которые находятся на нашей модели. Как мы видим, у нас модель это VPA 1000. И из нее нам нужны только цифры, то есть 1000. Добавляем. Вот, все. Теперь можем нажать «Импорт». Импорт. Готово. Все импортировано. Проверяем. Запускаем Dark Souls. Так, и здесь нам надо... Я не помню, как менять пушки. Вот. И как мы видим, у нас кастет добавился, но он смотрит не в ту сторону. Значит, я что-то сделал все-таки не так. Все-таки он... Они еще и в разные стороны смотрят. Модель добавилась, но она смотрит не в ту сторону. Окей. Чтобы исправить модель, нам нужно просто вернуться в Blender, покрутить модель в предположительно нужные стороны и по новой экспортировать и импортировать в игру. Весь процесс занимает секунд 30. Проверяем. Снова не туда. Вторая попытка. И... Хорошо. Меняем. И... Да, все сработало. Теперь моделька смотрит в правильную сторону. Тут, конечно, их еще можно подвинуть немножко. Но, как бы, миссия выполнена. Модель наша в игре. Она отбрасывает тени правильные. Текстуры есть. Свет она тоже там как-то отражает. Все работает. Поздравляю. Теперь вы можете добавить свои пушки в игру. Выглядит точно так же, как и на предосмотре. Прикольно. Теперь рассмотрим вариант, когда у нас уже есть какая-либо готовая модель. Может быть, вы ее сделали сами, или скачали в интернете, или вытянули из какой-то другой игры. Открываем Blender и импортируем
нашу модель. Она должна быть в FBX формате. Тыкаем импорт FBX и ищем нашу модельку. Вот она у меня вот есть. Я скачал такую модель, такого вот мяча. Вот она так выглядит. Что нам нужно с ней сделать? Первым делом мы сверху переходим во вкладку Shading. Нажимаем на наш объект, и у нас появляется материал этого мяча, то есть все настройки его отображения. Как мы видим, у нас здесь 1, 2, 3, 4 картинки для нашего мяча, то есть 4 картинки, отвечающие за визуал нашего мяча. И эти все 4 картинки, то есть текстуры, нам нужно сохранить и перевести в DDS формат. Для этого мы переходим сверху во вкладку UV Editing. Здесь у нас есть такая картинка. Мы на нее нажимаем, и мы видим все текстуры, которые у нас есть в нашем проекте, то есть в этой модели. Мы выбираем текстуру, и слева у нас есть кнопка Image. Нажимаем и тыкаем Save As. И сохраняем эти текстуры. Давайте создадим под нее папку Sword Textures. И будем их тут сохранять. Сохраняем первую, сохраняем вторую. Просто все в эту папку. Где вот она. Все сохраняем в эту папку. Папка, картинка 3. И картинка 4. Готово. Теперь заходим в браузер, пишем в поиске Import to DDS и заходим на первый попавшийся сайт. Закидываем сюда наши текстурки и запускаем конвертацию. Готово. Скачиваем и закидываем его к нам в нашу основную рабочую папку и разархивируем его. Готово. Переименуем его. А вообще-то мы можем его не переименовывать. Мы знаете, как можем сделать, чтобы не путаться? Мы вот эти текстуры, которые мы сохранили, удалим, а которые импортировали, наоборот, скопируем и вернем в эту папку. Все. И возвращаемся на вкладку Shading. Теперь, прежде чем менять текстуры, мы, смотрите, что делаем. Мы запоминаем, какие у нас здесь положения. В основном это Color Space и Alpha. Запоминаем их. Теперь тыкаем на папочку и заменяем наши текстуры, имеющиеся на мяче, на которые мы создали. Вот они, DDS. Имена сверяем. Albedo, Albedo. Сохранили. Все. Смотрим. Lambert Roughness. У нас Color Space Non-Color. Запомнили. Выбираем Roughness. Да. Загружаем. И вот тут у нас заменился Color Space. Мы заменяем на Non-Color. Хорошо. Следующий Metallic. Точно так же Non-Color. Заменили. И тыкаем Non-Color. И осталась карта нормалей. У нас тут Lambert Normal. Non-Color тоже. Lambert Normal. Non-Color. Все. Поздравляю, мы заменили текстуры. Что нам нужно сделать теперь? Мы возвращаемся на вкладку Modeling и добавим сюда модель, которую мы вообще собираемся заменять. Заходим на сайт soulsmodding.com, тыкаем Dark Souls Remastered, здесь ищем Parts, и здесь мы уже ищем ID-шники и имена моделей, которые мы собираемся заменять. Мы будем менять Greatsword, поэтому в поиске по сайту пишем Greatsword и ищем ID-шник. Где-то он тут, совсем рядышком должен быть. Вот он. VPA2. Возвращаемся в папку с игрой. Управление, посмотреть локальные файлы. Папка Parts нас интересует. В этой папке мы создадим еще одну папку Backup. Создали. И теперь ищем модель, которую будем менять. Копируем ее и вставляем ее в папку Backup, которую мы создали. Здесь мы будем хранить все модели, которые мы меняем. Во-первых, это нужно для того, чтобы потом можно было откатиться.
И в-третьих, нам нужно будет кое-что потом еще с ней сделать. Снова копируем. Возвращаю в нашу основную рабочую папку. Вот у нас тут есть папка Work in Progress. Вот давай закинем вот сюда. И сейчас мы ее распакуем. Переходим в Aqua Toolset. И здесь ищем экзешник Aqua Model Tool. Запускаем. Тыкаем Tools. Первая самая строчка Source and From Soft. И тут же тоже первая строчка Convert from Software. Тыкаем. И выбираем модельку, которую мы только что скопировали. Вот она, 0.251 в папке Work in Progress. Открыть. И вся магия уже произошла. Можем закрывать и открывать снова Blender. Тыкаем в файл, импорт, FBX и заходим в нашу папку Work in Progress, VPA 0.51, вот, FBX. Импортируем. Вот наш меч, который мы будем менять. Это у нас кость, мы ее можем скрыть, чтобы она нам не мешалась. Теперь давай настроим размеры, кнопочку S и тянем мышкой. Поворачивать можно вот здесь, в вкладке Object, Arrange квадратик. Мы сделаем rotation по какой грани. Пока нам никакой rotation не нужен. Включим текстурки для видео. И теперь переместим. Нажимаем G и Z, X или Y. Выбираем ось, по которой будем двигать наш объект. Так, по Z выбрали. Размер меня тоже устраивает. Теперь нам нужно сделать очень важную вещь. Нам нужно переименовать материал меча на материал из игры. Для этого мы разворачиваем модель, которую вытащили из игры. Тыкаем 2 раза на материал, это красный кружочек. Копируем имя и заменяем красный кружочек, который у нас на новой модельке. Мы должны удалить все, что находится после скобочек DSB. Если мы это не сделаем, игра не сможет прочитать материал и у нас не будет текстур. Готово. Теперь мы можем удалить все, кроме модели, которую мы будем добавлять в игру. Все это выделяем. Delete. Готово. Object, Apply, All Transforms. И можем экспортировать нашу модель в игру. Экспорт FBX. Возвращаемся в нашу папку и пишем Sword Exported, чтобы не путаться. Здесь мы должны в графе PathMod выбрать Copy и тыкнуть Ambient Textures, чтобы он закрылся синим. Это позволит нам экспортировать модель вместе с текстурами. Если мы этого не сделаем, в модели текстур не будет. Готово. Экспортируем. Чтобы добавить модель в игру, мы возвращаемся в нашу основную папку и открываем DesFBX. Здесь мы ищем экзешник с именем DesFBX Model Importer. Открываем его. В нем мы должны указать первое. Путь до нашего экзешника Dark Souls. То есть тыкаем Browse, открываем папку с игрой и тыкаем наш экзешник Dark Souls Remastered. Открываем. Готово. Второе. Мы должны тыкнуть галочку на Import Skeleton from Existing Entity. Это скопирует анимации и кости из объекта, который мы заменяем, чтобы наша модель правильно отображалась в игре. Тыкаем Browse, заходим в папку Parts, заходим в папочку Backup, которую мы создали, и тыкаем на нашу модель. Все, это позволит нам, короче, не руинить. Это нужно. Следующее. FBX to Import. Выбираем, собственно, файл, который мы будем добавлять в игру. Вот у нас Sword. Тыкаем. Готово. Model Type. Выбираем Weapon, так как мы добавляем оружие. И вписываем ID модели. Какой у нас ID модели? VPA0251. Нам нужно вписать только цифры. Получается 0251. 0251. Как мы видим, 0251. Готово. 0 у нас удаляется. То есть получается просто 251. Все. Импортируем. Хлобысь. Импорт complete. Все готово. Заходим в игру, пока ничего не закрываем. Заходим и проверяем. Вполне вероятно, что модель импортировалась, но
она может быть в каком-нибудь странном положении. Так получается почти всегда, но ничего, никаких проблем с этим нет. Просто сейчас исправим. Да, модель в неправильном положении, поэтому мы возвращаемся в Blender и крутим в предположительно нужную сторону, по новой экспортируем и проверяем. Проверяем. Да, отлично. Модель в игре. Все работает. Свет отражается. Тени накладываются. Тени на земле правильные. Ничего не глючит. Анимация работает. Поздравляю. Теперь вы умеете добавлять модельки оружия в игру. Спасибо за внимание. До свидания.